Сколько лет вы проживете согласно вашего знака зодиака? Американские ученые подтвердили теорию древних астрологов о том, что небесные светила влияют на здоровье и продолжительность жизни людей. В результате научных исследований была установлена четкая закономерность между датой рождения человека и продолжительностью его жизни. Специалисты проанализировали даты рождения и смерти более 60 тысяч людей со всего мира. Причем объектами их исследования стали не только современные жители планеты, но и те, кто жил на Земле несколько столетий тому назад. Уже после анализа первых 5000 дат ученые пришли к однозначному выводу, что взаимосвязь между знаком зодиака, под которым родился человек, и продолжительностью его жизни действительно существует. Помимо этого, выяснилось, что зодиакальный знак определенным образом влияет на здоровье своего подопечного, что также во многом определяет период его жизни на Земле. Давайте узнаем, сколько лет жизни запрограммировано для представителей каждого знака зодиака, а также какие болезни могут их существенно сократить. Овен. Это зодиакальное созвездие не поскупилось на долгую жизнь для своих представителей. Женщины могут рассчитывать не менее чем на 78 лет жизни, а мужчины – на 79 лет. Главной проблемой овнов являются стрессы, которые влекут за собой мигрени, бессонницу и сердечные заболевания. Совет астрологов – живите на позитиве. Это избавит вас от тяжких дум и позволит прожить много лет. Телец. Тельцы – самые настоящие долгожители зодиакального круга. Женщины имеют все шансы отпраздновать 80-летний юбилей. А мужчины этого знака уходят из жизни ближе к 82 годам. Однако склонность тельцов к ожирению, а также к заболеваниям мочеполовой системы и суставов может значительно сократить годы, опущенные небом. Совет астрологов – внимательно отнеситесь к уязвимым местам своего организма, и тогда ваше тело верно прослужит вам до 100 лет. Близнецы. Мужчины-близнецы в среднем живут 78 лет, а женщины, родившиеся под этим созвездием, вполне могут отпраздновать свое 85-летие. Главная проблема близняшек заключается в том, что их часто одолевает скука и уныние, переходящие в депрессию. Из-за этого представители этого зодиакального знака зарабатывают себе проблемы с дыхательной системой, весом и болезнями конечностей. Совет астрологов – тщательно следите за своим питанием, но избегайте любых изнурительных диет. Помните, что ваш организм подвержен как нервному, так и физическому истощению. Рак. Продолжительность жизни женщин этого знака достигает 73 лет, а мужчин – 68. Рано уходят из жизни те раки, которые игнорируют правила здорового образа жизни, а также избегают врачей. На их здоровье также сильно влияет мнительность и зацикливание на болезнях. Наиболее часто раки страдают близорукостью, сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями работы ЖКТ. Совет астрологов – звезды указывают на повышенную склонность этого знака к онкопатологиям, поэтому не пренебрегайте профилактическими осмотрами. Лев. Большинству львов и львиц удается дожить до 74 лет, поскольку они обычно вовремя бьют тревогу в случае серьезных заболеваний. Однако их особенность носить все свои проблемы в себе часто становится причиной заболеваний сердца. Плохое самочувствие могут также спровоцировать слабая спина и проблемы со зрением. Совет астрологов – позвольте родным позаботиться о вас и вашем здоровье. Дева. Женщинам-девам звезды отмерили жизненный путь длиною в 81 год, а мужчинам – до 77 лет. На здоровье представители этого знака обычно не жалуются, хотя большинство из них имеет довольно уязвимую пищеварительную систему. Но несмотря на расстройство ЖКТ, астрологи считают дев самыми здоровыми долгожителями. Совет астрологов – периодически устраивайте желудку разгрузочные дни, питайтесь только здоровой пищей и старайтесь не переедать. В таком случае звезды подарят вам еще несколько лет. Весы. Весов нельзя назвать долгожителями зодиакального круга, поскольку женщины в среднем живут до 77, а мужчины до 73 лет. Однако можно попытаться поспорить с упрямой статистикой и выиграть несколько дополнительных лет жизни, если вовремя позаботиться о своем слабом иммунитете. Высокие защитные свойства организма помогут вам избежать и других потенциальных рисков – заболеваний кожи, почек и поясницы. Совет астрологов – звезды рекомендуют вам избегать высокой влажности и сильных холодов. Скорпион. Скорпионы проживают самую короткую жизнь среди всех знаков зодиака. И мужчины, и женщины в среднем живут до 62-63 лет. Астрологи объясняют это тем, что скорпионы не любят лечиться и постоянно пытаются избавиться от любого медицинского вторжения в свой организм. Совет астрологов – уделяйте достаточное внимание профилактике болезней горла и мочеполовой системы. Стрелец. На продолжительности жизни стрельцов сказывается их слабое здоровье.
Хронические заболевания опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем в прямом смысле укорачивают им жизнь. Женщины редко преодолевают 73-летний рубеж, а мужчины живут и того меньше, до 69 лет. Совет астрологов. Особое внимание женщины этого знака должны уделять волосам, ногтям и коже, а мужчины-стрельцы – простате. Козерог. Козероги настолько выносливы, что мужественно преодолевают многочисленные болезни. Кроме того, представители этого знака подвержены высокому травматизму. Беспрестанные атаки на здоровье не позволяют козерогам-женщинам прожить дольше 80 лет, а мужчинам – преодолеть планку 77-летнего возраста. Совет астрологов. В зрелом возрасте обратите особое внимание на суставы, органы слуха, желчевыводящие пути и пищеварительную систему. Водолей. Водолеи в среднем живут до 72 лет. Здоровье представителей этого знака зодиака довольно сложно объяснить медицинской логикой. Хотя в жару водолеи могут легко подхватить воспаление легких. В зимнюю стужу они даже не чихнут после многочасовой прогулки без головного убора. Совет астрологов – остерегайтесь болезней, связанных с кровообращением, зрением, расстройствами ЖКТ и стрессами. Рыбы. Астрологи называют рыб самым болезненным знаком зодиака. Тем не менее женщинам-рыбам удается дожить до 75 лет, а мужчинам – до 71 года. Увидеть старость представители этого знака зодиака смогут только в том случае, если научатся справляться с многочисленными заболеваниями легких, суставов и кожи. Совет астрологов, как ни странно, вода рыб не любит. Будьте осторожны не только при принятии водных процедур, но и при чрезмерном употреблении жидкости. После завершения научной работы ученые пришли к выводу, что дольше всех живут тельцы. А вот скорпионам, к сожалению, звезды отводят самую короткую жизнь. Однако не стоит забывать о том, что это всего лишь статистика. Во-первых, в любом правиле есть исключения. А во-вторых, сильнее всего на продолжительность жизни человека влияют его мысли, привычки и поступки. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.